Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня на этих картах украинская версия агральной карты украинские. Будем смотреть ситуацию с вашим мужчиной, и вы будете еще больше знать, что делать, какие шаги, как вообще думать иногда даже, да, как что предпринимать. Подумайте сейчас об этом человеке. Мы сейчас все узнаем, да, что вам необходимо знать, да, об этом человеке, о будущем с ним. Вот. И вообще, что вам скажут высшие силы относительно того, как будут дальше развиваться события. Что необходимо знать о нем. Назови имя его и свое. Итак, что необходимо знать о нем? Так, первую информацию, которую вам необходимо знать, это то, что он сейчас на дороге зарабатывания денег, да, то есть он сейчас старается, работает, но это не то, что ему нравится, это не то, что его удовлетворяет, вот так, да, то есть он хотел бы, конечно же, больше, понимает, что много работать надо и так далее, да, то есть вот этот человек реально на дороге заработка денег, очень много работы, очень много работы. Может быть, это не так много работы, да, как то, что это его утруждает, да, то есть вот этот момент. Раз вам это говорят, значит, для вас это важно, понимаете как? Что необходимо еще вам знать, что для вас важно об этом мужчине? Что необходимо вам знать об этом мужчине? Я так скажу, у него есть некая пассия рядышком с ним. Это может быть мадам с работы, это может быть та, с которой легко разговаривать, вот она ему очень нравится. И это не вы. Он на нее смотрит, понимаете как? Он к ней благоволит. Как он относится к вам? Как он относится к вам? А к вам он относится очень осторожно, вот этот мужчина. Есть в его пространстве женщина, которая к себе его очень сильно расположила. Так, для кого-то это не очень приятная информация, чувствую. Ну что ж. И здесь еще у нас разговоры присутствуют, понимаете, такие деловые, интересные, ему это нравится. Как разговоры с ней и о разных вещах, то есть вот такая коммуникация между ними приятная. В вашу сторону идет не король, а пажик, да, то есть тут вообще валет идет. И еще и пиковый. Очень осторожно к вам. Вы ему то ли он говорит что-то слишком хлопотно как-то с вами, слишком трудно разговаривать, слишком трудно с вами, слишком хлопотно. Так, что необходимо знать об этой ситуации вообще, да, по отношению к вам? Дальше, вот что необходимо вам знать? Давайте так сделаем и потом раскроем. Что необходимо знать? Там ситуация будет развиваться все дальше и дальше. Мне вот интересно, а вам тогда нужен такой человек? Нужен ли он вам? Что скажет сейчас вот энергии, которые вам только добра желают? Я так скажу. Тут, как видите, по цвету, тому, что выпало, вам сразу говорят, что это довольно-таки не тот случай, не тот мужчина, который вам необходим. Здесь есть разные сложности, здесь есть и обман, здесь есть и ситуации, в которой вам крайне не будут нравиться. То есть если тебе попалось это видео, тебе необходимо это узнать. Ты реально могла интуитивно почувствовать, какого человека загадать сейчас на этом раскладе, понимаешь? Это не тот человек, который тебе нужен по жизни для того, чтобы строить будущее, да, воспитывать детей и так далее, говорят тебе высшие силы. Это некая, может быть, даже кармическая завязка, кармический узел, если ты будешь дальше вступать в эти отношения, глубже, погружаться в них. Много каких-то неприятных таких сюжетов, может быть, здесь, раз, и обман. Обман. Это как твой провал может быть в этих отношениях. Это не нужно, тебе говорят высшие силы. Именно эти отношения. Это если ты четко знаешь, да, что человек, вернее, знаешь, либо узнаешь в скором времени, что у человека есть кто-то. Так.
Хорошо, на этом этапе человек, этот мужчина, тебе что-то делает, какие-то шаги в твою сторону? И для чего? Какие-то шаги и для чего делает в твою сторону? Он эти шаги делает, но ему как-то неприятно это сейчас делать. Ему тяжело, он с трудом эти шаги делает. А, хорошо. Какие у него тогда намерения относительно тебя? Какие намерения? Какие намерения относительно девушки? Король Пентаклей. Намерения есть. Какие намерения? Так, смотрите, по намерениям у человека есть очень серьезные такие намерения по тому, что он хочет сказать. Это организовать какое-то, что-то для вас такое организовать, чтобы вы поддались под него, да, то есть показать, что он король, что он может вам предоставить свою какую-то силу, он может вам устроить, может быть, какой-то праздник, вот так вот идет, потому что здесь как вложение в вас идет. И некая дорога, которая ему все равно кажется, не совсем любовной. То есть он знает, что эта дорога для того, чтобы, например, хочет интимной близости, да, и готов вложиться в вас. Вот как-то так. Так, хорошо. Что он будет делать относительно вас вообще? Что он будет делать относительно вас? Как будут дальше развиваться события ваших отношений? Как будут развиваться события? Что это у нас такое выскочило? Он, как знаете, от сердца отрывает вложения какие-то в вас, в ваши отношения. Ему так сложно это делать. Для него это какой-то такой шаг, прям очень сложный. Так, что он намеревается делать? Но он намеревается это сделать, потому что он сомневается, я так понимаю, в своих чувствах, да, и вот этот сейчас выбор стоит, тут есть явно две женщины как минимум, одна ему больше нравится, другая как-то доставляет хлопот, вот, и этот человек сейчас на этом выборе, но он готов сделать какой-то шаг, трудный для него шаг, вложиться в эти отношения, ему так очень сложно это сделать, для того, чтобы понять, нужны вы ему или нет. Вот. Теперь вы поймите, нужен он вам или нет. Если вы только в начале отношений, это еще классный расклад, честно скажу. Потому что человек сомневается, там начинает действовать в вашу сторону, выбирает там что-то. Но если вы давно с этим человеком, девочки, тут вам сказали. Итак, как будут дальше развиваться события? Как же они будут развиваться? Тут мелочь пошла. Вы как-то будете все больше и больше приходить к тому, что ценность этого человека в вашей жизни сходит на нет. Все больше и больше к этому. Встречи начнут угасать, страсть в встречах тоже угасает. Тут, видите, еще на дне колоды такой прям какой-то... Вот туз пик, да, это удар, да, нанесенный, кажется, каким-то другим человеком морально по самой больной точке. Вот что-то такое может будет затронуто, и у вас такое будет состояние в одном моменте, что, зачем я вообще полезла в эти отношения, как-то так. Что дальше будет с вами? Смотрите, вы знакомитесь с каким-то молодым человеком. Давайте отодвинем вот этого человечка. Я так вижу, что вы просто ищете, женщина в поиске, и прекрасно. Дальше будут развиваться отношения по другому сценарию. Смотрите, какие энергии пошли. Абсолютно другой человек. Новый человек в вашей жизни. Вы встречаете его. Вы понимаете, что вы любимы. Это будет интересная встреча и дорожечка любви. Будет очень классное начало. Очень классное начало. Какое-то высокопоставленное лицо, может быть, даже. Он как приносит вот эту частичку
частичку радости, любви в вашу жизнь для того, чтобы вы вот от этого избавились, от некоего шока буквально, да, что мужчины могут как-то себя неправильно вести. Этот показывает себя со стороны очень хорошей. Видите, десяточки здесь идут, которые растворяют вот эту вот черноту. Ой, Чирва, да, растворяет черноту. Интересная здесь у вас ситуация, девочки дорогие. Ну что ж, я надеюсь, что кто-то получил ответы на вопросы, которые хотел услышать. Кто-то услышал то, что не очень хотел, ну, возможно, надо, а кому-то это вообще не надо. Поэтому все мы разные, я всех уважаю, всех ценю. Благодарю за то, что вы мне доверяете. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Спасибо за финансовую поддержку, дорогие мои, потому что это очень важно. Я половину средств сейчас отдаю на нужды ЗСУ. Всех за поддержку благодарю. Благодарю тех мужчин, которые пишут. Девочки, я вообще вот просто с вами, я за вас держу кулачки, пускай вам самые прекрасные мужчины достаются. А мужчины, которые пишут вот комментарии и им тоже перечисляют деньги мне, вы великолепны. Я горжусь вами, потому что особенно вот украинцы, я их, которые сейчас на передовой мужчины, я восхищена просто и безмерно благодарна за нашу победу, которая будет. Ну что, буду с вами прощаться. Пускай вам в разы больше возвращается все, что вы вкладываете сюда. Пока-пока.